Очередной урок вождения, приближенный к экзамену в городских условиях. Здесь выполняются все обязательные упражнения, задания. Начинаем движение от правого края проезжей части. Ну, что не сделал? Поворотник не включил. Что не сделал? Поворотник не выключил. Приближаемся к железнодорожному переезду однопутному, нерегулируемому. Знак стоп. Останавливаться до полной остановки. По знаку. Набираем максимально разрешенную скорость. Очень правильно заранее произведено перестроение. Плавно. Лучше не будет двигаться. Вот до середины поворота была сброшена скорость, был вход в поворот, с середины поворота начался разгон. Совершенно правильная техника для того, чтобы проходить поворот безопасно. Двигаемся по направлению дороги. Знак такой. Вот дорога поворачивает направо. Крутой поворот вроде как. Двигаемся по направлению главной дороги. Включен поворотник правый. Снижена скорость. Выполняется движение по своей полосе. На следующем перекрестке поворачиваем направо. Человек был на пешеходном переходе, не видел? Перекресток искал. Только что объяснял про скорость передачи на повороте.
лучше с запасом от края проезжей части. Останавливаемся. Включаем левый поворотник. Перекручиваем руль первой передачи, естественно. Перекручиваем руль пока до конца. Машина как раз подъедет за это время. Смотрим по зеркалам, смотрим за ситуацию, начинаем двигаться максимально вперед. Заглох двигатель. Маловато ты подъехал-то. Ну давай их назад туда. Включим дистанцию. Двигаемся назад до того уровня, чтобы можно было в одно движение выехать вперед. Левый поворотничек включаем. Первую передачку. Смотрим за безопасностью. Машина либо остановится, нас пропустит, останавливается, значит двигаемся. Вот скорость была небольшая, поэтому руль успел вывернуться так, чтобы машина не совершала зигзагообразное движение. Если переберете со скоростью на вывернутом руле, вылетит машина очень далеко. Будет большой вынос, это нам не нужно. Я так понимаю, что вот здесь где-то большая арка. Поворачиваем направо. Ужасная организация дорожного движения. Немножко далековато, но ничего. Здесь как бы на пределе. На перекрестке разворачиваемся и двигаемся в обратном направлении. Занят левая полоса. Включен левый поворот. Ник. Электрончик. Выкручивай руль, заезжай туда. Обязательно смотрим по левому борту, никто ли не хочет нас здесь слева подрезать и уехать. С правой стороны выбираем место для остановки, останавливаемся. Вот у нас здесь дорога идет на подъем. Назад не надо откатываться. Я видел, что ты прям близко к этому краю подъехал. Надо было заранее чуть это оценивать. Начинаем движение от правого края проезжей части. Передачу. Запомните, первая передача у нас для трогания. С правой стороны дороги выбираем место для постановки машины задним ходом с поворотом на 90 градусов. С правой стороны дороги выбираем место для постановки машины с поворотом на 90 градусов. Я здесь могу, здесь не могу. Ну, ты же сам будешь принимать решение. Какая у тебя передача на парковочных действиях? Ну и заглохло. Здесь сложный вопрос, можно или нельзя вот в этом месте парковаться, потому что вроде как маловато до выезда. Ну, значит, он там надо будет перед Нивой это делать. Че, куда пойдем? Давай. Ну и ты тут что сделаешь? Да. Вперед.
зайдет. Останавливаемся, она не зайдет у нас так. Выкручиваю руль до конца налево. Левый поворотничек ключи на маневрированных действиях, на маневровочных. Первую передачу. Смотрим за безопасностью. Выдвигаемся вперед, смотрим по левому зеркалу, куда у нас будет смотреть борт машины. Когда у нас полностью он будет смотреть за Ниву, что мы сможем вписаться, тогда уже только будем Ну, выключать. еще, Я бы еще бы выдвинул. люди сели там. Кто там сзади? Люди. Там не ребенок случайно? Нет, женщина. Че, он там так и вот стоит, что ли? Не знаю, Ну, что он там вообще сидел ее. Вот и я о чем. Вот она сидит, ее вообще не видно. Ну, они специально, чтобы мы их не парковали. На входе. Че это было? Заднюю передачу не включил. Не ехай далеко. Ну, я смотрел. Нива-то короче, чем мы. Ну вот запарковались. То есть вот сейчас у нас было показано парковочные действия с учетом двухкратного включения задней передачи. С первого раза мы не смогли зайти. Значит, надо вовремя остановиться и включить еще раз первую передачу, скорректироваться и после этого уже задвигаться назад так, как будет правильно. В принципе, упражнение выполнено. Поворачиваем направо, выезжаем направо с парковочного места. Зря, наверное, включил, да? Почему? Это уже ничего страшного нет. Нам ничего не видно, поэтому выдвигаемся черепашьим шагом. И поворачиваем направо. И с правой стороны выбираем место для проведения параллельной парковки. Вот здесь хорошее место для этого Можно упражнения. подальше? Можно подальше. Чтобы чуть посложнее было, да? Но здесь все равно нормально. Чтобы подешевле было. Здесь правый поворотничек у нас включен. Останавливаюсь в параллельной машине. Куда пройдет? Не знаю. Пройдет. Проходит, нет? Ну, будет, пускай проходит он. Заднюю передачу включаем. Выбираем три условия. Первое условие: сначала поворот на 30 градусов угол выставляем машину. Руль не выкручивай. Не выкручивай руль. Достаточно? Ну, я уже хотел выкрутить. Ровно хотел? Ну, пробуй. Просто в таком случае ты будешь близко прижиматься к той машине. Тут далеко расстояние. По левому зеркалу зазор, смотри, есть там? Да, есть. Много. Много? А мне кажется, она прям на него смотрит. Зазор нужно чуть-чуть хотя бы сделать. Тут еще чуть-чуть делай, я тебе скажу докуда. Ну, разворот. Да, выворачивай. Стоп. Вот это вот расстояние между проекцией нашего борта и левым краем, то есть припаркованной машины, вот там просвет между ними как раз тот, что нужен. После этого ставим руль ровно и задвигаемся назад до полуметра, 70 сантиметров от заднего колеса до бордюра. Не крути руль, ехай прямо пока. Не надо пока. У нас должна машина дойти до уровня вот этого вот перед нашей машиной, до зада этого. Вот так примерно нормально. Теперь выкручиваем и начинаем задвигаться назад. Сцепление выжимай полностью, когда останавливаешься, когда давишь на тормоз. Все, упражнение выполнено. Выезжаем с парковочного места.
Включаем левый поворотник. Руль у нас полностью вывернут. Помним, что у нас машина будет выносить. Когда мы помним, что нас машину выносить, мы лучше еще раз выжмем сцепление, Да, потом да. его приотпустим, двигаемся в прямом направлении. Что у нас здесь? Перекресток равнозначных дорог? Главной дороги я не видел. Значит, надо было мне его пропустить, да? Тебе надо было его пропустить, если у нас не было других знаков. Может быть, я что не увидел, не могу ничего сказать. Даже вот, Парковка меня что-то даже... ну вот так вот, одно к другому. У водителя всегда очень много задач и действий, и он не всегда успевает, даже опытный водитель, следить за всеми знаками. Да, верю. Мы едем направо, но вот тут такая глупая ситуация, да? То есть там видно, что не одностороннее движение, а пишет нам знак, вот эта стрелочка, что выезд на дорогу с односторонним движением. Что, вопрос нельзя? Вопрос к тому, кто занимается организацией дорожного движения. Здесь у нас не получается правый ряд, сразу левый поворотник. Антон, не пугай. Я хотел поворотник включить. Но ты ничего не сделал, на машину поехал. Ты должен был на повороте оценить эту ситуацию. Ну вот это как раз таки не нужно. Значит, если такая ситуация у вас в жизни возникает, когда вы должны будете тормозить в том месте, где другие водители от вас не ожидают, одновременно с нажатием на тормоз смотрим в зеркало, кто у нас сзади, на каком расстоянии, нет ли там опасности. И если есть опасность, значит смотрим, как он к нам приближается. Вот бабушка идет почти на пешеходном переходе, ну, наверное, ее надо пропустить. Если эта ситуация не на пешеходном переходе, только те, кто бросается под колеса, как бы пользуются преимуществом. Те, которые спокойно стоят и ждут в неположенном месте перехода, не пользуются преимуществом, специально останавливаться, проявлять культуру вежливости на экзамене не нужно. Это тоже может быть ошибкой. Перестроением так между делом, из ряда в ряд на дорогу, имеющую две и более полосы. Это тоже обязательное упражнение на экзамене. Но оно как бы у нас обычно выполняется само собой. Там нет необходимости его делать специально. Так, ну мы похоже, все мы там выполнили, что мы еще не выполнили? Регулируем, не регулируем, перекресток выйдем. Мы едем сейчас по направлению дороги этого ряда. То есть поворачиваем налево. Тоже вот противоречивые знаки такие. Мне просто интересно, кто у нас занимается организацией дорожного движения. Он сам-то ездил по тем маршрутам, где знаки расставлял. По необходимости. Ну вот там выезд на дорогу с односторонним движением. Ну, там точно уж нет одностороннего движения. Это как они вообще решили? На любом криволинейном движении обязательно смотрим по зеркалам, кто у нас где находится, не подрезает ли нас кто-то. Набираем максимально разрешенную скорость.
максималке едешь, в среднем ряду тем более. Кому ты можешь мешать? Мало ли что там. Гонщики же есть. Ну, гонщикам есть левый ряд, пускай там гоняют. Сейчас вот не обязательно сцепление выжить. Все зависит от того, на какой ты передаче и на какой скорости. В принципе, это твои собственные желания. Хочешь, держи выжатым, хочешь, не держи. Первый. Хорошо, хорошо. Мы едем в прямом направлении. Пешеходов основных пропустили, которые были вблизи пешехода, остальные не успевали подойти, поэтому поехали дальше. Занимаем правый ряд. Выполнили перестроение. Видишь, какой он гонщик оказался. На следующем перекрестке поворачиваем направо. Вторая передача включена перед поворотом. Скорость захода 20 км в час. И вот смотрите, даже еще приходится подтормаживать от 20, там у нас сейчас вот 18 где-то. Поворот прошли и начинаем плавненько ехать. Здесь еще одна дуга. Вот сейчас скорость 22 км в час. Ну, я примерно по положению стрелки спидометра, там может быть плюс-минус небольшое искажение. Да, двигаемся в прямом направлении. Какие вы проехали? Не надо его проезжать, но он уже смещается. Зачем ты это делаешь? Надо было остановиться, подождать. Ну, это как бы... Он, конечно, не должен был тебе мешать, но... Сам не лезь в опасную ситуацию. Может быть, он не остановился. Зачем тебе это надо? Он на заднем ходу едет. Неизвестно, что у него в голове. Сейчас перекроет тебя, пока ты медленно мимо него проезжать будешь, приедет тебе в голову. Видишь, такая ситуация. Лучше... Там было 20 ограничений. Там было 20 ограничений, да. Мы уже ехали больше, чем 20. На следующем перекрестке поворачиваем направо. Вот опять же скорость захода 20 км в час. Если кому непонятно по ощущениям, двигаемся по спидометру. На поворот заходим на 90 градусов, не более 20 км в час. Вот человек выполняет разворот в ограниченном пространстве. Выполнил он достаточно хорошо. Поскольку здесь много учебных машин, да, сейчас повернем направо. Поскольку здесь много учебных машин, как вы видите, да, то, вероятнее всего, здесь и происходят экзамены сейчас. Опять поворот направо, помним про траекторию.
правую фару держим на расстоянии от полукорпуса до корпуса от бордюра и постараемся держать это расстояние на протяжении всего поворота. Тогда мы никогда не выйдем в соседнюю полосу. Выбираем место для разворота и разворачиваемся для движения в обратном направлении. Левый поворотничек включен. Первая передача включен, руль быстрее крутим. Поворот выполнен, разворот. То есть здесь дорога имеет более чем 2 полосы, поэтому разворот делается из крайне левого положения на своей половинке дороги. Ну, если здесь делать совсем из крайне левого, здесь можно не вписаться. Поэтому как бы занять левое положение на дороге так, чтобы у нас разворот произошел. Сейчас было все хорошо, за исключением того, что опять ты Снижаем. заехал. Да ты снижаешь уже после знака. Ну, конечно, надо было до знака заезжать. Вот с момента установки знака скорость у нас на спидометре не должна превышать установленную на знаке. Метров за 10, за 20, за 30, как у тебя удобнее. Снижаешь скорость. Почему без поворотника отъезжаешь, объезжаешь? Все, посыпался? Вот нужно быть как-то еще стрессоустойчивым. Так хорошо ехал, и потом одна ошибка, на поворот налево едем на перекрестке. Ну, в любом случае, пока эта машина отсюда не уедет, мы ничего не делаем. То есть мы как бы стоим и ждем. Можешь выжать до конца сцепления, можешь поставить на нейтраль. Не, хочешь? Ну вот, видишь, что. Вот что ты сделал. Ну я рано отпустил. Ну, Антон, ну что ты, на самом деле посыпался, да? Не, я рано опустил. Да я понимаю, что ты сначала должен был выключить на нейтраль, а потом отпустить сцепление, а ты сделал все наоборот. Минус балл. Вот она поехала. Сразу за ней. Безопасность соблюдена. Давай совершим опережение, если получится. За 60. Здесь вроде бы 60. Насколько я понимаю, знаков нет, значит 60. Во время этих опережений самое главное не превысить установленную скорость в момент. Вот даже лишнего сделал. Молодец. Сворачиваем направо на оранжевый. Мы должны, опять же, вторую передачу не включил перед поворотом, да, и мучаешься. Тут у нас уже парковочные вещи пошли. Значит, еще снижаем скорость, ищем место для парковки и делаем это с черепашьим шагом на первой передаче. Вот место для парковки слева. Место опять же узкое. Заднюю скорость сначала включи. Сейчас я подумаю. Сколько? Пока будешь думать, кто-нибудь его займет. Подъезжай назад чуть-чуть. Смотри по зеркалам расстояние. Смотри, кто у нас где едет. Выкручивай до конца, ну что ты хочешь сделать? Выровняться хочу. Куда выровняться, ты уже далеко проехал. Все равно с одного захода не получится заехать. Сейчас едем назад. Не обязательно, да? А? Не обязательно. обязательно. Не обязательно с одного. Едем назад так, чтобы у нас было безопасно расстояние остановки до
сзади стоящей машины. Это у нас видно только лишь по левому зеркалу и по салонному зеркалу. Ну, потихонечку двигайся черепашьим шагом, чтобы просто когда ты делаешь резкие маневры, ты как бы можешь их напугать. Предсказуемо. Да. Вот у нас в зеркале эта Нива появилась. Еще можно двигаться чуть-чуть. Ну вот так, наверное, достаточно. Хватит, да. Выкручиваем руль направо. Включаем правый сигнал поворота. Первую передачу. Следим за безопасностью, чтобы никому не мешать. Выезжаем вперед ровно настолько, чтобы у нас просветы появились по обоим зеркалам между машинами. Появились, выкручиваем руль ровно и закатываемся в эти просветы. Не включил первую, не включил заднюю, не включил заднюю. Ниву там уехал. Нива уезжает. Выравнивай руль. Руль выравнивай. Не прижимайся к машине близко. Далеко не закатываемся. Останавливаемся. Хорош. Все. Выключаем на нейтраль. Фиксируем автомобиль. Какое у нас сегодня плотное движение. Ну, урок закончен.